Мы привыкли думать, что чем больше зарабатывает семья, тем лучше она живет. Муж работает, жена работает. Две зарплаты, двойной доход. Логично, что жизнь должна становиться проще. Но на самом деле это ловушка, финансовая петля, в которой миллионы семей лезут добровольно. Сегодня я расскажу вам, почему жить на два дохода – это системная ошибка, и как одна простая идея может спасти вашу семью от долгов и вечной гонки за деньгами. Вам это может показаться странным, возможно, вы даже разозлитесь на меня. Но дослушайте до конца, и вы поймете, что это не просто теория. Это может спасти вашу семью и ваших детей. Меня зовут Даниил Каретник, я автор книги Financial BDSM перед тем, как взять кредит. Она о психологии банков, государства и о вашей зависимости от долгов. Под этим видео вы найдете ссылку на мой телеграм-канал, где вас бесплатно ждут аж целых 2 книги. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые материалы. Итак, начинаем. Financial BDSM – кредиты, банки, государства. Когда семья живет на два дохода, создается иллюзия благополучия. Каждый месяц приходит много денег, и они тут же уходят. Все оплачено, на карточках нет минусов. Даже остается на отпуск и новый iPhone. Кажется, что вы двигаетесь вперед. Кажется, что у вас есть прочный фундамент. Но эта система работает только пока оба дохода стабильны, а жизнь непредсказуема. Есть как минимум 3 события, которые могут разорвать этот хрупкий баланс. Жена уходит в декрет, муж теряет работу или мир накрывает кризис, как в 2008 или COVID-19. И вот в один момент все ваши обязательства, ипотека, кредиты, страховки, садики рушатся на одного человека. Семья, которая вчера жила как у людей, сегодня оказывается в долговой яме. Это не случайность, это системная ошибка, которую допускает большинство. В Израиле даже 2 зарплат уже не хватает, чтобы жить спокойно. Аренда, ипотека, продукты – все дорожает быстрее, чем растут доходы. Знаете, сколько пенсионеров старше 65 должны продолжать работать? От 200 до 300 тысяч человек. Это люди, которые пахали 50 лет, а теперь вместо заслуженного отдыха снова на работу. Они трудятся не ради удовольствия, а чтобы прокормить себя, детей и даже внуков. В США каждый 5-й пенсионер не может позволить себе уйти на покой. В Европе картина та же. Молодежь не рожает детей, государство заливает экономику льготами и иммигрантами, но ничего не меняется, не помогает. Это не просто статистика, это глобальная болезнь. Пара из Хайфы. 2 хорошие зарплаты, ипотека, 2 детей. Пока жена работала, все было нормально. Но когда она ушла в декрет, муж остался один. За 3 месяца минус 50 тысяч шекелей. Через полгода они продали машину и начали занимать у родственников. Они думали, что контролируют ситуацию. Но на самом деле система контролировала их. Financial BDSM – кредиты, банки, государства. Жизнь на два дохода похожа на наркотик. Сначала она дает кайф, вам кажется, что вы сильнее, богаче, свободнее. Можно позволить себе больше, квартиру чуть просторнее, машину поновее, отдых в Турции или на Мальдивах. Но каждый новый уровень комфорта закрепляется как обязательный платеж. Ипотека, страховки, кредиты, частные садики – все это цепи. Постепенно вы перестаете управлять деньгами, деньги начинают управлять вами. И вот случается кризис, один доход исчезает, а обязательства остаются. И впервые вы видите истинный масштаб вашей финансовой зависимости. Это как дом, построенный на песке. Он может выглядеть красиво внешне, но первый шторм, и он рушится. Подумайте, как это бьет по вашим отношениям. Вчера вы были командой, вы мечтали вместе, строили планы, вы были партнерами, которые шли по жизни бок о бок. А сегодня вы враги. Вместо любви, поддержки, ссоры и взаимные упреки. Разговоры сводятся не к мечтам и целям, а к крикам. Почему у нас опять минус на карте? Зачем ты это купил? Почему ты не зарабатываешь больше? И вот вы уже не муж и жена, а бухгалтер и обвинитель. Каждый новый счет как маленький удар по вашим отношениям. А дети? Они сидят в соседней комнате и все это слышат. Да, вы думаете, что они маленькие и ничего не понимают. Но они впитывают каждое слово, каждый крик, каждый вздох. Они растут в атмосфере вечного страха, страха, что денег нет. Что мама с папой всегда уставшие, раздраженные, несчастные. И знаете, что происходит потом? Когда они вырастают, они повторяют ваш путь, берут такие же кредиты, живут в таком же стрессе и снова рожают детей, которые будут слушать те же самые ссоры.
Это и есть прочный круг бедности, вырваться из которого почти невозможно. Чтобы разорвать этот круг, нужно отказаться от пафоса, от иллюзии, что счастье – это машина в кредит, показная свадьба или аренда квартиры, на которую уходит половину дохода. Семья должна жить по внутреннему кодексу, а не по инстаграму соседей или рекламе банка. В этом кодексе есть простые правила. Не тратить больше, чем зарабатываешь, не брать кредиты ради понтов, планировать жизнь на годы вперед, а не на месяц. Лучше медленный старт и стабильное будущее, чем быстрый рывок, который заканчивается десятилетними долгами. Помните, у каждой семьи своя гонка, и побеждает не тот, кто стартует первым, а тот, кто приходит к финишу без долгов и разрушенных отношений. Financial BDSM, кредиты, банки, государства. Сейчас кажется, что жить на одну зарплату невозможно. Но посмотрите, что происходит, если это сделать. Если вторая зарплата не идет на выживание, а откладывается на будущее. Через 5 лет у вас появится 100 тысяч шекелей подушка. Это не просто деньги, это свобода. Свобода уволиться с работы, которая ломает вас. Свобода сказать банку нет. Свобода выбрать для ребенка лучший садик или школу. Свобода спокойно спать. Стройте бюджет так, чтобы все базовые расходы покрывались одной зарплатой. Еда, аренда, ипотека, коммуналка, все. А зарплата жены – это бонус. Деньги, которые идут на накопление, инвестиции, образование или отдых. Если завтра произойдет кризис, вы выживете, а если все идет хорошо, вы создаете капитал, который обеспечит вам свободу. Попробуйте хотя бы месяц прожить на одну зарплату, посчитайте, на что реально уходят деньги. Составьте план. Да, это трудно, да, придется поменять привычки. Но именно через такие шаги рождается финансовая свобода. А теперь подумайте, вы действительно хотите, чтобы ваша семья была сильной? Или будете жить в иллюзии, пока однажды все не рухнет? Запомните, зарплата жены – это бонус, все остальное – иллюзия. Financial BDSM, кредиты, банки, государства.